Есть актрисы, которые просто играют свои роли, заучивая текст и выходя на площадку по расписанию. А есть те, кто проживает чужую жизнь на экране так, что у миллионов зрителей по ту сторону монитора перехватывает дыхание, а сердце начинает биться в унисон с героиней. Взгляните в эти глаза, те самые фисташковые глаза, о которых сегодня говорят от Стамбула до Латинской Америки. Всего 1 секунда, и в них шторм сменяется полным штилем, а ярость уступает место безграничной нежности. Сегодня особенный день, ведь свой день рождения отмечает девушка, которая всего за несколько лет превратилась из многообещающей дебютантки в главный феномен турецкого телевидения – Афра Сарачоглу. Прямо сейчас, пока мы смотрим этот ролик, ее имя снова взлетает в тренды социальных сетей. И это неудивительно. Роль Сейран в сериале «Зимородок» разделила ее карьеру на «до» и «после». Вспомните, как замирает все внутри, когда она плачет в кадре. Критики называют это магией Афры. Она не боится выглядеть в кадре настоящей, растрепанной, опустошенной. И именно эта честность заставляет нас верить ей безоговорочно. Но феномен Афры – это не только высокие рейтинги и бесконечные обсуждения фанатов. Это история о невероятном упорстве, характере и судьбе, которая, казалось, сама вела ее к этому пьедесталу. Ведь мало кто задумывается, глядя на уверенную суперзвезду на красных дорожках, что ее путь начался вовсе не с актерских курсов или влиятельных связей, а с одной случайности, которая случается раз на миллион. Если отмотать пленку назад, мы увидим обычную девчонку из Адремита, которая жила простой жизнью, ходила в школу и даже не помышляла о свете софитов. Она не строила грандиозных планов по захвату киноиндустрии, но у вселенной были свои планы на этот счет. Все решил один единственный клик. История ее появления в кино звучит как современная сказка о Золушке, где вместо хрустальной туфельки был профиль в Инстаграм. Знаменитый Оджан Денис, листая ленту в поисках новых лиц, наткнулся на фотографию девушки с невероятно выразительным взглядом. Он искал актрису на роль дочери для своего фильма «Второй шанс» и, увидев Афру, понял – это она. Представьте себе состояние юной девушки, которая внезапно получает приглашение на пробы в большой проект, где ее экранной мамой должна стать легендарная Нургюль Ешилчай. Это был прыжок в неизвестность без страховки. У Афры не было опыта, не было техники, но была природная органика, которую невозможно подделать. Камера полюбила ее с первого взгляда. Этот дебют мог бы стать просто удачным эпизодом, приятным воспоминанием юности, после которого все возвращается на круги своя. Вид красивых лиц в индустрии тысячи, и удержаться на плаву, полагаясь только на внешность и удачу, практически невозможно. Но Афра быстро доказала, что за ангельской внешностью скрывается стальной стержень. Настоящая проверка на прочность ждала ее впереди. Проект, который заставил говорить о ней всерьез, не заставил себя долго ждать. Сериал «Госпожа Фазилет» и ее дочери стал для молодой актрисы настоящим полигоном. Роль Эджи была сложной, многослойной и эмоционально затратной. Ей пришлось играть героиню, которая проходит через предательство, раннее взросление и тяжелые жизненные испытания. Зрители наблюдали, как на их глазах юная неопытная актриса превращается в настоящую хищницу актерского мастерства. Именно в этом проекте проявилась ее уникальная способность передавать драму без лишних слов. Она не терялась на фоне маститых коллег, наоборот, в некоторых сценах перетягивала все внимание на себя. Продюсеры и режиссеры быстро поняли, эта девушка умеет страдать в кадре так красиво и пронизительно, что это становится искусством. Но успех Фазилет был лишь разминкой перед главным марафоном ее жизни. Ведь чтобы стать иконой поколения, мало просто хорошо играть драму. Нужно найти своего идеального партнера, ту самую химию, которая взрывает экраны. И самое интересное, что эта встреча произошла задолго до того, как они переступили порог особняка Карханов в совсем другой истории, которая осталась незаслуженно, но все же в тени их будущего триумфа.
Мало кто из широкой публики помнит, что этот дуэт, который сегодня сводит с ума миллионы, сложился не сразу. Была своего рода генеральная репетиция в сериале «Учитель», проекте, который отличался от классических турецких драп своей дерзостью и остротой. Именно там, в школьной форме, среди мрачных коридоров и напряженного сюжета, Афра и Мерт Рамазан Демир впервые оказались в одном кадре. Уже тогда, пересматривая эти сцены сейчас, можно заметить ту самую невидимую нить, связывающую их игру. Это не была просто работа двух профессионалов, это было зарождение абсолютного доверия и партнерского ритма, который спустя пару лет выльется в нечто грандиозное. Они понимали друг друга с полуслова, поддерживали за кадром и, сами того не ведая, готовили почву для главного прорыва. Судьба словно дала им время узнать друг друга, притереться характерами, чтобы в нужный момент, когда сценарий «Зимородка» ляжет на стол, выдать тот уровень взаимодействия, который невозможно сыграть искусственно. Когда они вновь встретились на съемочной площадке, чтобы воплотить образы Сейран и Ферита, это был уже не эксперимент, а мощный взрыв накопленной творческой энергии. И именно здесь кроется ответ на вопрос, почему мы не можем оторваться от экрана. Секрет не только в закрученном сюжете, а в том, как Афра проживает свою героиню рядом с человеком, которому доверяет на 100%. Взгляните на Сейран Шанлы. Это не просто очередная страдающая красавица из мыльной оперы. Афра наделила ее такой палитрой эмоций, которая доступна лишь единицам. Эксперты и критики в один голос твердят об уникальной микромимике актрисы. Обратите внимание, она играет не только голосом или телом, она играет мельчайшими деталями. Дрожание губы, едва заметные изменения взгляда, напряжение скул – все это создает эффект пугающей реальности. Афра не боится быть в кадре некрасивой в общепринятом глянцевом смысле. Когда ее героиня плачет, у нее краснеет нос, опухают глаза, сбивается дыхание, она полностью отключает внутренний контроль ради правды момента. Эта способность к самоотречению ради роли и сделала ее феноменом. Зритель чувствует фальшь за версту, но в случае с Афрой этой фальши просто нет. Мы видим, как ее персонаж растет от серии к серии, от напуганной девочки из Антепа до сильной женщины, готовой бросить вызов могущественному клану. Этот рост полностью заслуга актрисы, которая вкладывает в героиню частицу собственной души, своей боли и своей силы. Но если на экране мы привыкли видеть ее в эпицентре бесконечных скандалов, драм и тяжелых переживаний, то реальность способна удивить даже самых преданных поклонников. Ведь стоит режиссеру скомандовать «стоп», как перед нами предстает совершенно другой человек. За пределами съемочной площадки, где нет сценариев и интриг, Афра Сарачоглу – это ураган позитива и непосредственности. Коллеги по цеху часто признаются, с ней невероятно легко работать, потому что она напрочь лишена звездной болезни. Представьте себе, одна из самых высокооплачиваемых актрис страны в перерывах между дублями не требует особого отношения, а дурачится, громко смеется своим заразительным смехом и может запросто споткнуться на ровном месте, превратив это в шутку. Она обожает видеоигры. Да, это гламурная дива – настоящий геймер, который может часами пропадать в виртуальных мирах с джойстиком в руках, забывая о макияже и укладке. Ее стиль в жизни – это комфорт и свобода, полная противоположность сложным нарядам Сейран. Пацанский стиль, отсутствие пафоса и искренняя любовь к животным делают ее своей для миллионов девушек. Она не пытается казаться идеальной, и именно эта искренность подкупает сильнее любой актерской игры. Она живая, энергичная, порой резкая, но всегда честная, истинный представитель своего огненного знака. Именно этот внутренний огонь, который она не прячет, позволяет ей выдерживать бешеные ритмы съемок и давление славы. И сегодня, оглядываясь на ее путь, становится понятно – все, что произошло, не случайность.
Мы видим не просто талантливую актрису на пике славы, а личность, которая только начинает свой большой разбег. В ее возрасте многие лишь ищут себя, а она уже успела покорить вершины, о которых другие мечтают десятилетиями. Впереди новые горизонты, и нет никаких сомнений, что амбиции Афры выходят далеко за пределы турецкого кинематографа. Международные платформы, мировое признание – это лишь вопрос времени. Но, пожалуй, самое главное достижение к этому дню – это та невероятная волна любви, которая сегодня, в ее день рождения, летит к ней со всех уголков планеты. Сотни тысяч сообщений на десятках языков, фанарты, видео и теплые слова – все это доказательство того, что ее талант находит отклик в сердцах вне зависимости от географии. Мы хотим пожелать ей не терять этот внутренний свет, сохранять ту самую искру в глазах и продолжать быть собой, несмотря на любые штормы шоу-бизнеса. Пусть каждый новый день приносит ей столько же радости, сколько она дарит нам своими ролями. Афра, с днем рождения! А теперь ваша очередь стать частью этого огромного праздника. Напишите в комментариях свои пожелания для именинницы или расскажите, какая сцена с ней тронула вас до глубины души. Мы уверены, что эта коллективная энергия обязательно дойдет до адресата. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые истории о ваших любимых звездах. До встречи в следующем видео!